Россия доминирует в производстве и использовании БПЛА, заметно опережая Украину. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания контактной группы «Рамштайн-28» министр обороны Великобритании Джон Хилли. Со ссылкой на данные британской военной разведки он говорит, вооруженные силы России уже вышли на стабильный уровень запуска более 300 ударных дронов и дронов-приманок ежедневно. По словам Хилли, при нынешнем уровне производства БПЛА российская армия способна сохранить подобные темпы запуска как минимум до конца 2025 года. Хилли заявил, что Великобритания планирует поставить Украине 10 тысяч дронов, а в будущем году эта цифра может увеличиться до 100 тысяч. Правда, Польский центр восточноевропейской политики ОСВАЙ к подобным планам относится со скепсисом. Польские асинт-аналитики Анджей Вилк и Петр Заховский пишут, что Европа до сих пор не обладает мощностями по производству БПЛА, даже близко сопоставимыми не то что с российскими, но даже с украинскими. Так что объемы поставок в десятки тысяч БПЛА кажутся фантастическими. Более реален сценарий, про который сообщает газета Die Welt. Европейцы вложат деньги в разработку и производство украинских БПЛА, в том числе «Барс» и «Лютый». Также дронов-перехватчиков VB-140 «Фламинго». Якобы они будут нацелены прежде всего против российских «Орланов». Причем все больше европейцев, взбешенных украинскими терактами, выступает против дальнейшего вооружения ВСУ, пишет Der Spiegel. Европейские политики не придумали ничего умнее, кроме как засекретить дальнейшие поставки вооружения, боеприпасов и военной техники. Собеседники Der Spiegel говорят, якобы это должно скрыть от российской разведки реальные масштабы поставок. Хотя на самом деле реальная причина – это положить конец общественным дебатам о военной поддержке киевского режима, которые раскалывают немецкое общество. Ну, кстати говоря, к европейскому обществу тоже куча вопросов. Потом просто не спрашивайте, а нас за что. Ну вот за это. Но есть и еще одна неявная причина, чтобы засекретить поставки, сообщает французская газета Le Monde. Чтобы не позориться со скандалами о том, что некоторые популярные в Европе виды вооружений уже полностью исчерпаны. То есть обороноспособность Евросоюза уже критически истощена. На европейских складах уже исчезли ракеты-перехватчики для систем ПВО САМ-Т и Кротель. Почти все они были отправлены в ВСУ. Как выяснили в Le Monde, особые проблемы связаны с двумя батареями системы САМ-Т, последовательно переданными киевскому режиму Франции и Италии. Наряду с американскими Patriot они являются единственными у украинцев системами ПВО средней дальности, способными сбивать баллистические ракеты. Как выяснили расследователи из Le Monde, поставленные Франции еще в 2022 году две батареи систем малой дальности Кротель, уже на тот момент они были критически изношены, не получали новых ракет в течение 1,5 лет. Все это и приводит к тому, что ВСУ фактически не могут противостоять масштабным российским атакам, особенно с учетом экспоненциального роста числа используемых БПЛА. Так что заявление Джона Хилли о том, что российские дроны будут в таком же количестве атаковать украинские объекты до конца года, это фактически смертный приговор для киевского режима. Как пишут польские асинт-аналитики, которые отслеживают поставки натовской техники в ВСУ, пакеты вооружений уменьшаются на глазах. Скажем, недавно правительство Бельгии громко объявило о новом пакете военной помощи, но на поверку в него из крупного вооружения войдут только один единственный танк «Леопард», один А5БЕ с безэкипажной башней. Все остальное это боеприпасы и стрелковое оружие, пишет Die Tech. Или посмотрим на другой транш, щедро согласованный итальянским правительством. Издание Il Giornale пишет, что ради поддержания видимости помощи ВСУ власти отдадут системы спутниковой разведки, а также давно списанный и находящийся на складах гусеничный БТР М113. Причем техническое состояние этих БТР неизвестно. Вероятно, многие из них уже вообще не на ходу, а украинцы смогут использовать их только на запчасти для подбитых М113. Нидерландский асинт-проект Oryx подсчитал, что киевский режим потерял уже 379 этих бронемашин. Так что хоть бельгийская, хоть итальянская помощь для ВСУ – это уже как мертвому припарке. Еще одна интересная новость. Newsweek пишет. Таурус уже никак не повлияет на ход боевых действий, да и их кот наплакал. Ведущие немецкие издания пишут, что Германия уже могла тайно отправить в Украину дальнобойные ракеты Таурус. Сообщает про это, например, Berliner Zeitung и Frankfurter Rundschau.
А вот, например, лондонский аналитик по геополитике Александр Меркурис из блога Дюран считает, что Таурус хоть и доставлены на Украину, но для их развертывания пока нет условий. Ведь для использования ракет нужно непосредственное участие немецких и американских военных специалистов. А Германия и США боятся, что они могут стать целями высокоточного удара, пишет Меркурис. Даже если Таурус действительно были отправлены к Киеву, то это фактически преступление правительства Германии против собственного народа. Ведь подавляющее большинство немцев не одобряет поставок крылатых ракет киевскому режиму, пишет швейцарский еженедельник Weltwoche. Согласно текущему барометру тенденций телеканала RTLN, 63% немцев выступают против передачи ВСУ оружия большой дальности. Особенно ярко несогласие проявляется в Восточной Германии, где 82% голосуют против поставок. В Западной Германии этот показатель составляет 59%, пишет Der Weltwoche. Планы по совместному производству с Украиной систем вооружения большой дальности также вызывают скептицизм в Германии. 55% немцев выступают против. И лишь 40% поддерживают эти планы. Опрос также показывает явный политический разрыв в оценке. Скажем, среди сторонников антироссийской партии «Зеленых» 69% выступает за сотрудничество в области вооружений. А вот абсолютное большинство сторонников альтернативы для Германии, 92%, категорически против дальнейшего вооружения режима Зеленского. Сами украинцы уже начали паразитировать на теме отправки «Таурус». ЦИПСО бросилось распространять в соцсетях фейковое видео, на котором якобы запечатлен удар «Таурус» по Москве. Лондонский асинт-аналитик Лаэрке Кристенсен из издания «Снопес» пришлось опровергать фейки украинской госпропаганды. Оказывается, на видео были удары украинскими ракетами по Феодосии еще в декабре 2023 года. Командование воздушных сил Украины тогда не подтвердило, какое именно оружие было использовано при ударе. Британские источники предположили, что это могли быть ракеты Storm Shadow, которые Великобритания накануне поставила Украине. Как бы то ни было, абсолютно невероятно, что это были ракеты «Таурус», передачу которых киевскому режиму тогда даже не обсуждали всерьез, подчеркивает Снопес. Германия при предыдущем правительстве во главе с Олафом Шольцем наотрез отказалась санкционировать поставки Украине ракет «Таурус». Фридрих Мерц, который, будучи в оппозиции, выступал за включение «Таурус» в пакеты помощи для Киева. После избрания канцлером заявил, что Берлин больше не будет раскрывать, какое оружие поставляется в Украину. Издание Newsweek пишет, что даже возможные поставки «Таурус» киевскому режиму никак не повлияют на исход СВО. Неназванный представитель правительства Германии сообщил информационному агентству Reuters, что изменение политики Берлина произошло давно, ограничения дальности ударов были сняты, просто это не афишировалось. Однако, как подчеркивает Newsweek, у киевского режима практически не осталось ни Атакамс, ни Storm Shadow. Зеленый свет на запуск ракет большой дальности по России мало что значит, если шкаф совершенно пуст, цитирует Newsweek высокопоставленного офицера СБУ, с которым пообщались американские журналисты. Считается, что Украина получила относительно небольшие партии западного оружия большой дальности, поэтому с самого начала отдавала приоритет ударным БПЛА большой дальности для нанесения ударов далеко за пределами страны. Кроме того, в украинских арсеналах были собственные ракеты «Нептун». Низкие запасы ударного оружия большой дальности на складах европейских стран вызывают серьезную озабоченность, сказал Newsweek Уильям Фрир, научный сотрудник базирующегося в Великобритании аналитического центра Council on Geostrategy. По его мнению, Евросоюзу просто уже больше нечего поставлять прожорливой военной машине Киева. Вот такие новости, друзья. Друзья, теперь важная информация по поводу подписки на наш телеграм-канал. Это не просто призыв и реклама нашего телеграм-канала, нет, друзья. Тут еще немножко дело в другом. Помимо того, что там каждый день выходит куча видеороликов о том, что происходит и на Украине, и в России, мы стараемся ничего не скрывать ни с той, ни с другой стороны. Там и про наши Минобороны. Там есть такие новости, которые, я думаю, очень многих поразят. Просто некоторые думают, что у нас там все белое и пушисто, все замечательно, и что нашим бойцам поставляется абсолютно все, что необходимо. Но поверьте, там творится, мягко говоря, очень непонятные истории. В общем, у нас очень много такой информации в телеграм-канале. Ссылочка на него находится в описании. Переходите, подписывайтесь. Там помимо этих новостей, естественно, еще раз повторяю, там много видеороликов выходит.
самых различных, и с ракетными ударами, и просто с фронта, и в целом политически, что происходит, все свежие новости. И также, друзья, у нас там проходит сбор для наших братьев, отцов, сестер, которые, сами понимаете, где сейчас находятся, у которых сейчас тяжелое положение. Не у всех, как у, скажем так, у спецназа Ахмат есть абсолютно все. Далеко не у всех. В нашем же телеграм-канале, опять же, там есть все отчеты по нашим сборам, есть все абсолютно, и видео от наших бойцов с благодарностью к нашим подписчикам, как в Телеграме, так на Рутубе. Теперь, надеюсь, еще и на Ютубе будет. Вот. Собственно, там есть абсолютно все о том, чем и как мы помогаем нашим бойцам. И повторю, друзья, самое главное, что мы делаем, мы помогаем только для того, чтобы спасти жизни наших бойцов. Никаких летальных штук, вот этого всего мы не поставляем, не собираем на это. Тем более это законом запрещено. А вот медицина, различные защитные штуки, автомобили, это да. В общем, у нас там много важной информации, особенно по сборам. Поэтому, друзья, помимо того, что вы там можете увидеть интереснейшие видеоролики, новости, также вы можете помочь нашим парням, нашим бойцам, нашим отцам, братьям, мужьям. В общем, переходите, там есть абсолютно все. Я бы, конечно, мог открывать сборы и здесь, на Ютубе. И, кстати, в сегодняшних роликах, по крайней мере, если кто хочет поддержать наших парней на передовой, сейчас мы им собираем на рэп «Ромашка 12», это для защиты от дронов. Вы можете это сделать прямо здесь, я реквизиты все оставлю под видеороликом, но в целом для отчетности, чтобы вы все видели, все понимали, переходите на наш телеграм-канал. Ссылочка на него также находится в описании. Здесь я всего публиковать не могу, поскольку сами понимаете, как YouTube это будет воспринимать. А вот в Телеграме выходит абсолютно все. Также здесь вы сейчас видите кучу фотографий и от героев России, благодарности, и от других людей. Это благодарности нашим подписчикам, нам за то, что мы помогаем. И мы будем помогать столько, сколько сможем. Еще раз повторю, все, у кого есть желание, возможность, переходите, подписывайтесь или можете помогать здесь. Реквизиты все находятся в описании. Всем, друзья, огромнейшее заранее спасибо.